меня нет на это времени. Всем привет, с вами я, Сергей Малашенко, и мы продолжаем проходить Far Cry 5. Сегодня у нас 21 серия. Мы приходим в мастерскую, чтобы, как всегда, чтобы помочь в этой игре, в принципе, ничего другого не делается. Сезон охоты. У врат Эдема появились новые враги — пумы. Эти коварные звери начали нападать ни в чем не повинных служителей отца. Если вы увидите пум, убейте их. Как вы понимаете, возможно, пумы, если они враг твоему врагу, то они могут стать нашими друзьями. Не хватало еще Через окошко с тобой нельзя, да, поговорить? Впрочем, неважно, кто ты. Так, Мне нужна помощь. Эти уроды разнесли дом, пытаясь убить мою кисулю. Она расстроилась и решила отомстить. А уж я-то знаю Персик, она этим хиппи глотки перегрызет. Персик. Наверное, она бродит в ближайшем лагере. Оттуда несет подмышками и консервами. Значит, эдемщики где-то рядом. Ступай и найди ее. Не забудь вкусняшки. Персик, прям как та шлюшка Драбман, кидается на свежее мясо. Ради него на край света пойдет. Верни мою кошечку. Уверяю вас, что ничто не угрожает. Алло? Там Эдема Я, наконец, постиг вашу высшую цель. Если тут водится какое-то Все животное, должны пройти значит, по я пути. делала его чучело. так, ну, в принципе, все понятно. Нам нужно найти пуму. Это мисс Мэ... Единственное, я не понял, куда нам надо отойти. А куда миссия-то отправилась? Алло? Ни черта не понял. Возможно, нам нужно что-то... А. Это что? Так, пока подождите, ничего не понимаю. Что нам нужно сделать? Приманка или что? Опаньки, вот и враг. Где враг? Где враг? Ага. Они меня не заметят. А, вот и ты! Они покойники. Так, пускай они разбираются, как бы у них есть чем заняться, а я что-то вот не понял. Нам нужно открыть селектор. Больно-то как! Так, ну мы сейчас все изготовим, чтобы уже Черт, наверняка. больно. Я ранен! Помоги! Где ты? Прикольно, вертолет обоих что ли положил? Ну давайте, пацаны. Ё-моё. Слушай, а вам опасно здесь помогать. Давай я тебя спасу, а ты его спасай. Я нашел его! Так, ребята, у меня есть миссия, вы давайте тут с вертолетом сами разбирайтесь, а то как-то получается странно. Не пойму пока, что нужно сделать, потому что миссия не определилась. Меня надолго не хватит! Твою Блин, мать! пацаны, как вы меня за... Остановись, братан. Я тяжело ранен. Эй! Все, тяжело жив. Блин, они всех положили. Классный, да, у тебя напарники? Один вертолет. Их Спасибо тебе. разложил просто обоих. Так, ладно, давай разбираться, что с пумой. Мы взяли какой-то мешок, я так понимаю, это типа приманки. Что дальше? Давай у нее спросим. Она почему-то с нами не хочет через окно разговаривать, нужно к ней прям подходить. Так, а это что? Привет, Мейбл. Случилось неизбежное.
Так, ну что? Я видела, как эта потаскушка Драбман 10 минут пялилась. Я видела, как эта потаскушка Драбман 10 минут пялилась в свой сотовый телефон. А этот чудик, сынок ее Ксандр, у которого, кстати, очень странное отношение с матерью, сказал, что она делает селфи. Это сейчас так фотографии называют. Вот дурость-то. Но она извивалась, как дешевая проститутка, надувала губки и строила глазки. И зачем-то хотела все это заснять. Глаза бы мы этого не видели. Совсем я перестала понимать людей. Так, ну что у нас? Понятно, что ничего не понятно. Вы серьезно? Это вы миссию мне вот так вот отметили? Так, давай, наверное, других возьмем, потому что вот эти помощники, что-то они прям совсем печальные. Понял. Ты знаешь, где меня найти. Да я видел, вертолет вас нашел очень быстро. Так, ну что? Пойдем в ближайший лагерь демщиков. Сейчас буду. Там нас ждет Пума. Ну, я думаю, будет непросто нам с ней. Ее надо чем-то за... Так понял, как с медведем. Если медведю мы рыбу ловили. Джесс, ты никогда не хотела пойти в солдаты? В армию? Нет. Не люблю, когда мой команда. Так, если нам нужно было медведя прикармливать бургерами, то, думаю, здесь как раз мешок, который мы взяли. Так, ну что, вот они, первые жертвы. Сезон охоты. Так, ну такая же записка, которую мы видели в лагере мастерской. У нас тут Ага. много психов и демщиков. Ну, значит, мы И на правильном им пути. явно не нравимся. Да, Так, наверное. вон еще. Еще. Блин, ну, по-моему, это жесть, конечно. Так, ну, в принципе, карта нам не нужна. Мы, в принципе, находим по идемщикам. Блин, что-то я очкую, она прям так кричит. Я тут. Меняю позицию. Вижу врага. Ой-ой. Расплюнуть. Так, ну, по-моему, они отгоняют. Я так понял, это лагерь демщиков. Почему-то она их не так легко объехала. Так, у нас есть аптечка. Я еще жива. Да, она живая, но я думаю, нет смысла сразу за ней лететь. Джесс, ты никогда не хотела... Все-таки лагерь. Так. Это все круто. А куда она убежала? Ну, типа, ищи ее называется, да? Ладно, ребят, я вас понял. Вы покидаете область... А как я ее найти-то должен? Да мы вообще крутые. Так, лакомство для Пумы. Ну, давай. Эй, Джесс, Давай ее сюда отлично тогда. справляешься. Просто Так, вы Хорошо, давайте сюда, поняла. короче, обе. Готово. я на месте. Отведи ее домой. Алло. Так, хотя бы дорогу мне покажите. 200 метров. Ну все, она за вкусняшками идет. Ну, в принципе, тут прям элементарная миссия. Единственное, там где-то мост сейчас будет.
Хорошо, мясо бесконечно, кормик. Тоже, блин, тут прямая такая. 20 метров, я думаю, дальше от нее не уходить. Да, слушай, прям вообще шикарно идет. Ой! Пацаны, а вы тут что делаете? Нифига себе. На корм-то, а? Повелись тут все. Так, Пума, ты где? На, держи, не отвлекайся. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Я помощников сейчас убрал от себя, что, в принципе, Пума на них нет. Легко, с проблемы. Не волнуйся, попаду. Извини, не могу. Они ее сбивают, я так понимаю. Сейчас надо заново будет ее вести. Слушай, девчонки, я вас зачем поставил? Пума, давай ты хоть, а? Нужно найти обзор получше. Пума, сорян. На. Держи. Все нормально, Пум. Да, снайпер, конечно, очень сильно не помогает. Порядок. Ну, в принципе, очень лайтовая миссия. Единственное, я не понимаю, как эдемчики настолько близко к ним подобрались. То есть они прям рядом с ее мастерской, но они не хотят ее захватить. Хотя видно, что она прям такая... Ищите все! Принесите мне голову этой пумы! Старуха прячет ее где-то! Так. Ё! А вы как сюда пробрались-то, ребят? Не понял. Так. Ну тут снайперов, я думаю, нет смысла от снайперов. Давай, короче, медведь. И вертушку. Пускай одна с воздуха херачит. Так, ну много тут вообще. Как он в дом-то забрался уже? Я ничего не понимаю. Сюда. Так, ты как, жива? Все нормально у тебя? Так, Пуму там шлепнули. Где ты? Они, короче, со всех сторон. Помощники мои что-то не успевают жестко. Я взял двух зверей, чтобы они тут. Иду, дорогуша. На, держи. Ну нам ее сюда надо отвезти, я так Так понимаю. недолго и снова начать курить. Ну все, Пуму мы привели. От помощников, короче, нет. Здорово. Все. Кого я чуть не приняла за итальяшку. Признаться, думала, больше тебя не увижу. Прикольно. Мне казалось, ты туповат. Ну, похоже, я ошибся. Хорошая мотивация для человека, который тебе помог. Забирай эту чертову кошку. Мне было так спокойно, когда никто не требовал еды, воды и внимания. Ну вот и все, ступай. Ну ты молодец, слушай. Вот так вот. Все, нам открылся новый персонаж. Теперь у нас есть кот. Что он делает? Бесшумно терроризует врага. Ну, прикольно, кстати, слушай. Вкупе со снайпером вообще классная тема. А есть еще и пес, то они вообще вдвоем могут. Отдых. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас есть поблизости. Чтобы продолжить наша доктор Чарльз. Вертолет отпустим, он, в принципе, нам и не нужен изначально. Столько. Так, пес и кот. Я, конечно, все понимаю. Дальше вы лезете. Так, ну что, поехали.
доктору. Два животных. Я думаю, с помощью них один будет определять врагов, второй будет их бесшумно нейтрализовывать. Ну, все нормально. Что это значит? Что за вы получили? Почему они не отмечают вообще эти миссии? Как я должен вообще догадываться? У меня есть подозрение, что вот это благословение, как они пишут, возможно, мы опять попадем в плен. Ну, тут очень быстро тебя берут в плен, то есть ты даже при всем своем умении, скилле, прокачке, ты не можешь им составить конкуренцию вообще. Вот этого я не понимаю в этой игре тоже. Плохо, что ночью здесь все происходит, то есть не особо все видно. Кто, где, почему. Плюс в этом регионе Веры очень активно подключились вертолеты. Они тебя очень хорошо палят. У них есть пулеметы. Ну, они, естественно, тебя обстреливают. Так. Ну что, пойдем сходим к доктору. Так, пес туда. Трава какая-то. Я особо не заморачивался, ничего не собирал, но, в принципе, вообще, мы уже прошли больше половины игры, и я вам скажу, не так уж это и важно. Даже на самой высокой сложности, еще раз повторю, мы проходим, и я не сказал, что как-то так, ёшкарала. У нас два животных, так что вступать, так сказать, в переговоры с вертолетами, я думаю, немножко не наша тема. Так, ну все понятно. Если нас увидят, нам хана. Точнее, не нам хана. У нас есть заложники. Вот им хана. Так, давайте посмотрим, как работает пума. Потому что, честно, я еще не видел. Ну, если кто-то рядом есть, это, конечно, так себе удовольствие. Ну, короче, пока они меня не видят, я могу их отстреливать. Так, ну они меня не видят, это хорошо, с одной стороны. Так, ну пума тут орудует по-хорошему. Нам нужно вот этого чувака тут шлепнуть. Ай! Задерживай дыхание. Так, у нас есть проблема. Пуму убили. С одной стороны это плохо, с другой стороны мы можем призывать лучников. Объясню, лучник, он работает на расстоянии, плюс вертолет это прям его цель. Охереть. Вовремя я, короче, лучника вызвал. Вертолет. Вот это проблема здесь. Как с ними работать? Ну как, базукой только. У нас плохо нет вот это самонаведение. Просто РПГшка. Обидно. Очень легкая миссия. Моя ошибка, наверное, была, что я пуму туда отправил. Жена здесь пума. С одной стороны. Ее только очень быстро шлепнули. Плюс животные не работают по вертолету. Ну, это логично, но для меня это прям минус. Два лучника. С одной стороны, прикольно. С другой стороны, если у тебя стоит Хёрл, то минус вертолет. Так. Ну, он почему-то его не отмечает. Давай сделаем так.
Хёрл и Аделин. Я думаю, это правильно. Вот можно заново начинать миссию. Когда занимались йогой, придется подождать половой гигант. Ну, потому что вертолет, короче, нас сразу спалил. Давайте заново. Всех заложников поубивали. Пригласим и дамщиков Но остался только сюжетный. То есть нас загрузили прямо в тот момент, когда над нами пролетает вертолет. Это практически... Ну, даже если я его сбиваю РПГшкой, ребята вокруг понимают, что я рядом, и начинают заложников шлепать. Там 3 или 4 заложника. Один сюжетный, он в любом случае останется, естественно, жив. А вот 3 других, просто если мы будем выполнять на максимум, нам не придется всякие побочные миссии быстренько мутить. Понимаете? Только поэтому. Так, Пуму отзываем. Да пса тоже, в принципе, отзовем. Мы сейчас через снайперку здесь все определим. Стой, сейчас буду. Двигаюсь. Выдвигаюсь. Так, лучник есть. Сейчас буду. Ну и что он их не определяет, я же вижу. Раз. Все через бинокль, короче, здесь нужно делать. Смотри, что будем делать? Будет сделано. Посмотри, что мы будем делать. Так, минус. Лучник. Работа лучник. Все, здорово. Найду позицию получше. Поняла тебя! Так, ну очень плохо, что есть вертолет. Ёпушка. Но все опять. Ё-моё. Ну тут по нам по полной начали, короче, бомбить. А где вертолет? А, у них еще миномет есть. Ну это прикольно, конечно. Я тоже. Ё. Так, я, пацаны, побежал, потому что там еще есть заложники. Плюс минометчики есть, которые могут бомбить. Все, братан, не благодари. Так, еще двое. А, вот миномет. Здорово, братан. Так, ну и тебя давай освободим. Чарльз Линсди. И остается последним. Окей, веди, прикрою. Ну, все очень просто, если здесь проходить стелсом. Бери, я Так, настаиваю. ну что, всех освободили, теперь остается только проверить, что есть интересненького тут. И я думаю, все. Патроны для снайпера. Опа, нормально, мы тут нашли чемоданчик. Спасибо за Так, ну помощь. давай к этому подойдем. Я так понял, он у нас. Хорошо, что ты оказался рядом. Я едва не пропал. А, Спасибо за помощь. в этой игре Я очень доктор часто Чарльз ты оказываешься Линси. рядом, когда Я из кто-то тех, чуть не кто укрылся пропадает. в тюрьме, к югу отсюда. Вера и ангелы давно пытаются добраться до нас. Я искал способ помешать им, когда меня схватили. Я знаю, как создать приманку для ангелов. Но ингредиенты остались в сумке, которую святоши бросили в пруд. Но я не умею плавать. Да-да, так бывает. И хочу, чтобы ты достал ее. А, давай я, может, тебе просто ингредиенты типа достал. Знаешь, что они делают с теми, кого ну. назовут грешником? Варят их заживо. Здесь горячо, как вода. Ну, у меня просто есть подозрение, что там может быть кто-то. Ладно. Что у меня по воздуху, я тоже не понимаю, кстати.
Так, если у меня пошел бланш, то, скорее всего, озерко такое. Да ладно, там в пещеру прям плыть? Нифига они у тебя сумку, слышь, закрыли. Воздуха нету. Я просто не особо заморачивался, потому что это первый раз, когда мы... Ёж, корола. А я прям посередине. Посередине пруда стою. Тут вертолет прилетает. Откуда он взялся-то? Так, девчонки, работаем по вертолету. А что случилось-то? Я не понимаю. Откуда ребята-то взялись? Походу этого убили. Ничего не понимаю. Ты живой? Может, теперь мы наконец покончим с зомби-солдатами Иосифа? Кстати, Объясни я мне, Чарльз. откуда они вообще взялись Все здесь? зовут Мы меня только что Док, все но зачистили. Я не совсем правильный доктор. Я ветеринар, но сейчас за местного полевого медика. Зашивать Ветеринар. раны от пули, принимать роды у животных — совсем разные вещи. Прости, неважно. Ну да. Дело такое. Я нашел кое-что, что привлекает ангелов. Мы сможем согнать их в кучу. Хотел испробовать, но все пошло кувырком. Сраная секта. Мне не хватает ингредиентов, но меня убьют, если я останусь здесь. Я должен вернуться в тюрьму. Выручишь меня? Я дам список того, что нужно. Если найдешь... Братан, я только что у тебе нас сумку появится достал. реальный шанс выжить. То есть я тебя уже выручил. Я тебя спас. Второй раз выручил. Кто за тобой присматривает? Что-то ты прям совсем увлекся. Понятно. Когда все это закончится, моя дверь для тебя открыта. Хорошо. Две неповрежденных шкуры. Все хорошо. Ай, блин. Так, что нам нужно искать? Нифига себе тут. Две неповрежденных шкуры. Ну, в принципе, недалеко. Ну, куда хочешь, туда иди. Так, ну мы сейчас берем квадрик. Квадрик. И через дорогу. В принципе, все нормально. Я уже вижу квадрик. Квадрик. Какому придурку из секты приглянулось это место? Моя бабушка страдала метеоритом. Заодно ходим по- Я их с собой даже брать. Неповрежденных, это то есть... Если наткнемся на блокпост, будь осторожен. Короче, неповрежденные шкуры, это, скорее всего, нужен работа луком. Ну, естественно, у меня лука нету, потому что мы в регионе вертолета. И тут без РПГ, ну, честно скажу, что я лучнику, что я луком сделаю вертолет без РПГ, понимаете? И выкидывать я его пока, ну, честно, особо нет желания, потому что вертолеты здесь на каждом шагу, а они очень опасны. Выносят тебя на раз-два. С пулеметом и со всем остальным. Так что помощники нам сейчас будут. Наконец-то они принесут пользу. Ну, если они нормально будут работать. Нам нужно найти два животных. Желательно идеально их найти. Ну вот где-то вот в этом районе через дорогу. Пойдем на вышку. Куда скажешь? Я с тобой. А как сюда забраться? Оттуда, понял. Ну, просто как-то странное место, что ты можешь забраться только через трос. Неудачное место. Смени позицию. Так. Так, вот он лук. Блин, надо его брать. По-хорошему. Для миссии. Как это, журнальчик? Да ё-моё. Журнал хочу.
Журнал навыков. Кстати, нормально. Как бы их еще читать бы? Найду позицию получше. А, еще у меня есть такой вопрос, как я отсюда спуститься должен. What do we... А что происходит? Я попал за текст. Нормально. Меняю позицию. Ну, короче, провалили мы миссию с вами, придется. Так, ну если мы упали в бесконечность, нет, не бесконечность, хорошо. Ну, бывает, бывает. И я немножко нарушил структуру игры, видать, своими действиями. Ничего страшного. Так, и тогда... Придется заново. Так. Привет, детка. Привет. А где мы? Почему мы здесь? Так. Я даже не понимаю просто, где мы сейчас. Знаю одно, что у меня лук почему-то. А тут вертолет. Вы сами понимаете, что ему я много не составлю конкуренцию. Так, я видел велоторга этого. Я ранена! Помоги! Как воевать с вертолетом? Вот если у тебя лук, да? Да, прикольно. А ракетницу я уже скинул. Ну, оно сохранило, что я ее скинул. Спасибо. Ребят, хоть как-то вертолет, ну вы же должны, ё-моё, 2 снайпера. А, огненная стрела, вообще шикарно. Так, Почувствуй этот жар! Кажется, Я вижу животное в пункт. бешенстве. Лучше убей его. надо немножко другое Меняю нужно позицию. сделать. Мне кажется, вот именно в этом регионе мы немножко провалили это. Так, ладно. Ищем этого. Чё за... Твою, это что такое вообще? Хорошо, что ты здесь. Что происходит? Блин, у нас опять что ли на эту статую по виду? Я не понимаю, что это опять. Они уже, наверное, второй раз так делают. Мы проходим миссию. И вот появляется вот это вот скрипт определенный. Видать, мы добрались до какой-нибудь 1000 очков. И начинаются скрипты, где, в принципе, данный босс, он всегда может уничтожить нашего героя. Но почему-то они этого не делают. Уверуй в путь и обретешь все ответы. Вот сейчас какой-нибудь ад будет очередной. Заяц, олень. У нас есть тропинка, ну, в принципе, понятно, куда идти. Идем мы к товарищу Вере. Ну, скажу так. Хороших предчувствий у меня нету по этому поводу. Закончится, скорее всего, это нехорошо. Единственное, расстраивает, что нам миссию опять не дали закончить. Сейчас Опять даже нужно наши будет сейчас враги ищут спасения. ехать в район. Все остальное дело. Для доказательства. Что в прошлом выпуске, что в этом. В такие времена всем нужен совет. Мы должны быть бдительны. Так, ну нам показывают флешбеки, я так Смотри понимаю. же, и ты все поймешь сам. Ведь стоит этому миру узреть. Как Что мы Иосиф создали здесь, в новом вербует, я так понимаю. мире. Любовь. Маршал, который, по идее, мертв. Здесь. И они придут, Ну, еще какие-то 3 чтобы ноунейма. забрать плоды трудов наших.
ты судишь, судишь нас, судишь наш труд. Говорят, что я безумен. Но просыпаясь по утрам, ты читаешь те же новости, что и я. И что, неужели тебе не страшно? Это и есть мир? Это? Тот мир, что мы оставим своим детям? Люди все больше разобщены. Кругом возводят стены, потому что лидеры слабы и беспомощны. Тираны одурманены своей властью. А чем ты отличаешься от них? Я не просил об этом. Я был избран. Ну, очередной ад какой-то. Придет конец всего сущего. Ты ведь знаешь. Да, знаешь. Твою мать, что происходит? Человечество слабо. И уязвимо. Мы мчимся навстречу своей гибели, и нет никого, кто хотел бы действовать. Я это вижу. Ты это видишь. Мы не безумны. Так что же Так, нам не делать? надо меня так к себе приравнивать. Мы Расслабиться уже и началось, ждать мы не неизбежного? безумны. Я, ты, мы. Давай-ка без этого, братан. Поверь мне, я далеко не идеален. Я видел. Но я видел, что нас ждет. Я тут и уже решил 20 часов, действовать. небось. Вести. Люди разобщены. И наш единственный шанс — это вернуться к тому, что мы потеряли. К былой потеряли? невинности, к безопасности и защите, к Эдему. О какой безопасности и защите ты Я говоришь? спасу тебя. Если весь округ в страхе просто. Так, Но тебе нужна цветами. вера. Как они какой-то цветок особенный вырастили, я вот этого не понимаю. Который вот такой дурман дает. Ну, короче, типичные фанатики. Только считающие, что борются за что-то сверх. Ну, как бы ситуация обычная. Чуваки просто начинают захватывать регион, убивают людей. Приезжает маршал, естественно, у него есть расклад. Шериф не может справиться, не может справиться, приезжает маршал. Блин. Тихо, Гасеты. Лежи тихо, ясно? Происходит. Супер. Боже мой, ты напугал нас до усрачки. Что случилось? Эй, шериф, у нас не все вернулись. Вроде... С кем был Бёрк? С Грейди вроде бы, но... Ну и где Грейди? Боже. А ты отдыхай, отдыхай. Отсыпайся. Черт. Выходишь из блажи слишком быстро, мозги становятся раком только так. Бесит еще, знаете, что в этой игре? Они как бы, мол, дали тебе выбор, играешь ты за девушку или за мужчину, сделали персонажа кастомизированным, да, по сути. Ну, мне кажется, я еще в сне. Я боялся, что ты сгинул в блаже, помощник. Слава богу, шериф в порядке. Помоги людям, чем сможешь. И получается, что персонаж кастомизированный, то есть ты можешь выбрать ему лицо, пол, ну то есть все что угодно. Но в этом, я считаю, есть минус. Потому что, ну, разработчикам, естественно. А как сделать игру, если у тебя персонаж может быть девушкой или мужчиной? Да, в графическом плане она крута, но если ты начнешь делать две ветки, то
то, естественно, ну, в плане разработчика ты охереешь. Что они делают? Они делают очень крутую вещь. Они делают то, что герой, в принципе, всю игру молчит как пробка. Без разницы, что происходит. С одной стороны, это выглядит, ну, типа, ну и что здесь такого? С другой стороны, это так странно. Это прям такой... Я не знаю. Ну, ребят, персонаж вот в любых ситуациях, он ни слова не произносит. Ну и выглядит он дурачком, откровенно говоря, в таких моментах. Так, ну что? Единственное, я не понимаю, почему у меня убрали миссию. Забавно, да? Обычно плохих парней тут Бля, держат внутри. что происходит? А мы держим А их где эти снаружи. велоторги? Джесс, ты... Ну, короче... Джесс, ты... Джесс, ты никак... Я как-то снежного барана подстрелила. Столько мяса и шерсти. Привет. Выглядишь не очень. Джесс, ты никогда не хотела пойти в солдаты?